Доброго времени, друзья! Добро пожаловать в мое пространство. Это видео я хотела записать. У нас с вами сегодня немножко разглагольствования и философии. Я обращаюсь к тем, кто очень любит читать, очень любит осознавать и очень любит понимать. Я обращаюсь, скажем так, к интеллектуалам и философам, но которые уже занимаются, то есть я обращаюсь к практикам, которые уже занимаются восточными практиками, какими бы они ни были. И сейчас я имею в виду не только Китай и Корею, я имею в виду любые восточные практики, на самом деле все практики. Единоборство, йога, все что угодно, любая практика, которая ведет вас по вашему духовному пути. Скорее, да, это о духовности. Кому-то это уже, естественно, известно и понятно, и совершенно не нужно меня слушать. А кому-то это может быть очень полезным. Так вот, если мы возьмем противоположности, скажем так, или экстремы, да, есть на Западе больше, потому что на Востоке их просто учат немножко по-другому. Но на Западе есть такая концепция, что вот мозги, я все возьму мозгами, я все пойму. Когда я осознаю, вот тогда я просветлею. Это очень хорошо, что мы хотим думать, что мы хотим культивироваться и как-то идти вперед, но это скорее посыл к тем, кто только думает или думает много, а практикует мало. Окей? То есть все, что мы осознали и все, что мы поняли, когда мы это осознали, ребята, это не конец, это только начало. Это не нирвана, это в нее двери, скажем так, или двери на пути к ней. Я извиняюсь, нирвана это, в данный момент это так, это шутка, да, в какой-то мере. Что я хочу сказать? Что когда мы осознали какой-то концепт, или нам дали какую-то практику, или даже нам дали какую-то физическую практику, да, там, я не знаю, тайцзи стиля Ян, 18 форм, все что угодно. Вот мы ее повторили, так месяца 2-3, говорим, все, я это уже знаю. Я это понял, я пойду дальше. Нет ничего плохого в том, чтобы идти дальше. Обязательно, всегда нужно идти дальше, всегда нужно хотеть больше и шире. Но иногда это больше и шире, оно не в количестве, а в качестве и в количестве его повторений. Это раз. И два. Как бы вам сказать, вы можете прочитать 1000 книг, но если вы не используете это на практике, считайте, что его нет. То есть, я бы не сказала, мне не хочется сказать поменьше думайте, да, потому что это звучит, это плохо звучит. Но мне бы хотелось сказать, вот на каждую страницу осознанного текста или там какого-то священного текста, все что угодно, говоришь, о, да, я понял. Теперь, если ты знаешь, что ты что-то понял, ты должен это прикладывать на практику 24/7 ежедневно в твоей жизни. То есть это нужно интегрировать, сделать своим и сделать это частью себя, частью своей жизни. Потому что если нет, мы можем бесконечно бегать от одной йоги к другой, от одного боевого искусства к другому. Да, вот эти, они там больше прыгают, а эти больше бьются кулаками, а эти больше дышат. Но мы не взяли сам концепт, то есть мы ни во что не углубились. И это проблема западного человека. Также там есть вторая проблема. То есть это она же. Мозг, ум, разум, они прекрасны. Мозг, ум, разум человека, но они ограничены, потому что наше «я» не есть разум. Разум является органом, одним из органов нашего «я». Есть еще такая вещь, которая называется сердце-разум или сердце-ум, да? То есть вещь нужно не только понять,
ее нужно прочувствовать. И когда ты ее понял и прочувствовал, ее нужно спустить вниз, да, вниз, в смысле, на землю, ее нужно спустить на физику. Поэтому все мы занимаемся физическими упражнениями, какими бы они ни были. Эта триада, она неразделима. Если человек сидит и только медитирует, либо это очень продвинутое существо, очень продвинутый практик, который по каким-то своим причинам ушел в горы и сидит неподвижно в одной и той же позе в течение 3 лет. Это его дело, да? Либо это человек недостаточный, то есть он не находится в гармонии, он не находится в балансе, потому что у нас должно быть здоровое тело, у нас должно быть здоровое питание, у нас должны быть здоровые эмоции, у нас должны быть здоровые мысли, у нас должно быть здоровое состояние. Здоровое значит гармоничное, да, в которых мы чувствуем себя хорошо, и наше окружение тоже чувствует себя хорошо. У нас должны быть здоровые ситуации в жизни, которые мы спокойно решаем. И далее мы идем по своему духовному пути. Соответственно, мой призыв к тому, чтобы брать глубже, а не шире. То есть, когда я что-то взяла, я этим занимаюсь, я могу заниматься этим всю жизнь, да, это не означает, что я не буду брать какую-то новую информацию, но бегать от одной информации к другой у нас уже было, да, от одной традиции к другой, от одного течения к другому. Когда вы его нашли, когда вы чувствуете, что оно ваше, недостаточно его осознать. Его нужно прочувствовать, прожить, сделать своим, его нужно спустить в тело, его нужно спустить в практику. Иначе у нас получается, как если бы человек писал кучу умных книг о том, как стать богатым, но ни разу бы ничего не продавал, да, или не зарабатывал, потому что у него нет времени, он должен написать свою теорию, да, то есть это не практично. Этот человек не является примером, который стоит слушать. И я знаю, что читать и познавать, и осознавать, и писать – это очень-очень вкусно, но это только одна из, как минимум, 3 главных вещей. Если мы научимся их чередовать, вот тогда наша жизнь становится гораздо более гармоничной. Я не призываю стоять в дереве в течение 9 лет и делать только это упражнение. Есть кто это делает. Но я призываю, если вам дали дерево, никогда больше его не забрасывать, если вы, конечно, не нашли его альтернативу какую-то, которая вам больше входит, да, просто внедрять в свою практику другие вещи, но это продолжать культивировать и совершенствовать, потому что наш путь – это путь совершенствования, самосовершенствования, совершенствования наших практик, совершенствования нашей жизни, да? Я надеюсь, вам было интересно. Вот такой призыв. Нужно искать баланс, нужно искать гармонию. И это может быть долго. То есть, как узнается хороший мастер? Вот хороший мастер в цигун, или в тайцзи, или в кунг-фу, его видно сразу. Да? Если этот человек еще и может показать вам 3 или 4 движения, в принципе, больше ничего не надо, потому что видно совершенствование этих движений во всех планах, не только физическом, и ощущаются годы практики. Да? То есть годы практики. И это не скучно. Тот, кто поймал этот вкус, он никогда не будет скучать, делая даже простые какие-то вещи и действия. Потому что есть такая вещь, которая называется глубина. Особенно, когда мы работаем именно с такими практиками, как йога, цигун, тайцзи, боевые искусства, потому что это слой за слоем. Глубже и глубже, совершенствование и совершенствование. Там идет и внутренняя работа, и энергетическая работа, и мысленная работа, и эмоциональная работа, и она продолжает быть. Здесь важно постоянство. Люди говорят дисциплина, я бы сказала постоянство. То есть мы просто внедряем это в свою жизнь, так же, как мы внедряем в свою жизнь, там, я не знаю, чистить зубы, причесываться или готовить себе еду.
Что ж, друзья, я на этом сегодня прощаюсь. Жду лайков, подписок и прочего. И я желаю вам гармонии. Гармонии в вашей личной структуре жизни. Я желаю ее найти и получать от нее максимальное наслаждение и удовольствие, развиваться дальше, шире, красивее, полнее, здоровее, счастливее, моложе, успешнее. Всего вам самого доброго.